С возвращением, друзья! Меня зовут Джеки, и сейчас вы узнаете, что же на самом деле произошло со мной на Марсе. В тот момент я себя чувствовала как Робинзон Крузо, но ему повезло куда больше, чем мне. Как только я поняла, что связь с Землей потеряна, то первым делом расплакалась. Мне казалось, что вокруг какой-то вселенский заговор. Не могли же мои коллеги просто так разыграть меня и спрятаться где-то. Прошло примерно 3 суток, я все так же продолжала выполнять свою работу и ставить отметки в бортовом журнале. Каждый день я пыталась хоть как-то связаться с нашей любимой Зей-планетой, но все было без толку. Под вечер, когда я уже собиралась идти спать, на Марсе начался ужасный шторм. Я такое наблюдала впервые. Нашу обсерваторию трясло так, что я с кровати падала. В этот самый момент я услышала невыносимо громкий звук сигнализации. Она срабатывает, если возле входной двери кто-то находится. Раньше я думала, что эта штука бессмысленная. Но сами подумайте, Марс – необитаемая планета, кого к нам могло принести? Ну вот, все-таки принесло кого-то. Я уже начала паниковать, но потом поняла, что, скорее всего, сигналка сработала из-за шторма на улице. Поэтому я снова попробовала уснуть, и у меня получилось, пока посреди ночи я не услышала какой-то шум внутри бункера. Вариант спрятаться под одеяло не подходил, поэтому я пошла на звук. Во всем бункере отсутствовал свет. Я так поняла, что был сбой в генераторе, который следовало сразу же починить, но я все равно продолжала идти дальше. Неожиданно впереди я увидела 2 совершенно неизвестных мне людей. Я хотела закричать, но понимала, что нет смысла. Они схватили меня и понесли в свой марсоход. Я перепугалась не на шутку. Я понятия не имела, куда меня везут. К огромному удивлению, меня никто не связывал. Когда меня вывели в какое-то новое место, включился свет, и я увидела свою команду. Бет, наш командир, сообщила, что мне не о чем беспокоиться. Эти 2 ребят наши спасители. Сначала я, как и вы сейчас, ничего не поняла, но Бет мне все объяснила. Этих 2 ребят зовут Микки и Гарри. Около 10 лет назад они, как и мы, зарегистрировались на полет на Марс. У них была команда из 5 человек, 3 из которых погибли. Их экипаж пробыл на Марсе около 8 месяцев. И тогда они начали замечать те же симптомы, что и мы – рвота и повышение температуры. В этот самый момент 3 из их экипажа погибают, а Земля перестала выходить на связь. Я поняла, что история повторяется. Затем в разговор вступил Гарри и рассказал, кто же во всем виновен. Организация, которая занимается полетами на Марс, на самом деле мошенники. Они получают финансирование от государства на экспедиции на Марсе, но вместо этого они убивают людей с помощью специального газа, который вызывал у нас температуру и рвоту. Когда люди умирают, эта организация сообщает о несчастном случае, и тогда им снова выделяют деньги. Но они не знают, что с предыдущей экспедиции выжили 2. Скорее всего, они уверены, что мы тоже погибли. Хотя если бы не Микки и Гарри, так бы и было. Теперь я очень хотела выбраться с этой чертовой планеты и вернуться назад в нормальную жизнь. Но это было невозможно. Организация нас бросила, а топлива в корабле не хватит даже взлететь на орбиту Марса. Но тут Микки сказал, что не стоит опускать руки. Они придумали, как можно выбраться отсюда. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео, в котором я расскажу, как мы могли улететь с Марса и вернуться на свою родную планету Земля. До скорой встречи!